Всем привет, с вами Анман, а это долгожданная 108 глава манги Боруто. Без вспоминания прошлых событий, без разъяснения, кто все эти люди и что здесь происходит. Сразу с места в карьер, экспромт, перевод и озвучка. Если чьи-то имена и прозвища назову неправильно, не стесняйтесь обзывать меня в комментах. Погнали! Инаджин усердно тренируется для создания новой техники, которая должна решить исход главного боя. Что же это за техника такая? И в чем ее особенность? Отлично. Более-менее получается. Отметил успехи парня Кашин Коджи. Ага, что-то вроде того. Это впечатляет. Только подумать о том, что ты действительно смог освоить эту технику всего за один день. Эй, Боруто, давай-ка я тебе поясню. Я здесь исключительно ради Канохи и ради Химавари-чан. Я не простил тебе твое предательство. И это не значит, что я принимаю тебя как товарища. Не беспокойся, я такого же мнения. Запомни, если ты хоть раз заставишь Химавари плакать, я побрею твою тупую голову налысо. Что? После весьма немногосмысленных угроз парню Боруто исчез. Эй, постой. Почему он так со мной разговаривает? Я имею в виду... Да кто он такой, чтобы такое говорить? Он же тот самый, кто полностью уничтожил клан Узумаки. Кашин Коджи молчаливо продолжал смотреть на парня. А тем временем мы переносимся в Каноху, где в допросную комнату заходит Мицуки. А, ты пришел. Заходи давай. А ты можешь быть свободен. Возвращайся к своим обязанностям. Сенсор. Это Яманака Сай. Канахамару, опустив голову, выходит. Я хочу знать точные подробности разговора Сарутоби Канахамару и третьей стороны. Особенно меня интересует передача за последние несколько минут. Понятно. Его последняя передача была обычной проверкой связи. В ней нет никакого смысла. Что ж тогда, Мицуки, ребенок великого Орочимару, в момент, когда сбежал Боруто, ты был ближе всего к нему. И беря во внимание эти обстоятельства, у меня есть несколько вопросов к тебе. А тем временем Боруто проверяет свой новый меч. Меч был заточен и собран заново из оригинальных материалов. Сейчас он находится в своей максимально лучшей форме. Он никогда не был таким сильным и острым. Гарда меча — это единственная часть, которая осталась его прошлого варианта. Но все остальное было полностью переделано. И это не все. Боруто-кун, твой меч, он сделан в стиле клана Учиха. Как только ты возьмешь его в руки и активируешь технику, меч подстроится под нее и будет ее поддерживать сам по себе. Эта штука легкая, но она поглощает мою чакру. Да, но не беспокойся. Как раз из-за этого тебе не нужно тратить концентрацию на поддержание техники. Пока эффект Хагарома поддерживается сам собой, он будет оставаться активным до того момента, пока у тебя будет чакра. Так вот как это работает. Отлично. Будь осторожен. Если до меча дотронется тот, чья чакра в нем не зарегистрирована, он начнет высасывать ее с огромной силой. Что? Это сделано в целях безопасности. На случай, если враг попытается захватить меч. Чакра Саски-сана и твоя уже зарегистрированы. В том числе и моя. Это нужно было для работы. Я понял. Значит, это научное оружие ниндзя со встроенным механизмом безопасности. И еще одна вещь. Этот меч содержит особый материал, который вплавлен в него. А мы переносимся в Каноху, где Шикамару разговаривает со своим сыном. Люди божественного древа? Да. И до того момента, когда Каноха станет полем битвы, основываясь на информации, которую я только что тебе поведал,
Я намереваюсь начать операцию. Ты имеешь в виду после того, когда переманишь этого ублюдка Боруто на нашу сторону? Он преступник, который убил 7-го. Черт возьми, скажи, когда это ты простил его? Ты уверен, что ты можешь делать то, что должен делать Хокаге? Это так ты собираешься поступить с кем-то вроде него? Я много думал о своей позиции. И было кое-что, о чем я поклялся. Я поклялся, что никогда не изменю своих убеждений. Неважно, какие обстоятельства. Так же, как делал и 7-й. И вот почему я поступаю сейчас так. Я не собираюсь давить. Но я и не буду соглашаться со всем подряд. Чтобы защитить Коноху, я буду следовать своим собственным убеждениям. И принимать решения, в которые я верю. И когда речь заходит о божественном древе, кооперация с Боруто — это абсолютно естественный вариант. Если ты не можешь это принять, хорошо. Тебе не нужно в этом принимать участие. Это не приказ. Но если даже так, пожалуйста, не говори никому о том, что мы сейчас обсуждали. А после этого прими решение. Нет. Наоборот. Отдай мне приказ. Шикомару посмотрел на своего сына. Химавари будет участвовать в операции, не так ли? Так же, как и Сарада. Она хочет помочь Боруто. Она такая дура, что даже стала ниндзя ради этого. А в то же время Чоча никогда не оставит одну кого-то вроде Химавари. И также не смогу я или Инаджин. Мы в этом похожи. И ставя в противовес мои личные чувства с Боруто, как шиноби, я отдам свою жизнь за приказы Хокаге. А тем временем мы снова возвращаемся к Инаджину и Кашину Коджи. И все же, если ты знаешь, что будет дальше, почему бы тебе просто не объяснить все в деталях? Почему ты выдаешь нам только крохи информации? К примеру, если бы ты знал, что умрешь, ты бы снова попытался защитить Химавари. Если бы ты знал, что будешь сомневаться, твои ноги застыли бы на месте, и ты бы не смог пошевелиться. И как результат, если бы ты тогда выжил, пробудилась ли бы сила Химавари? То, что я пытаюсь тебе сказать, будущее, которое я видел, если я кому-то хоть что-то скажу, оно изменится. Даже если совсем немного. Чем больше я взаимодействую с будущим, тем лучше, чтобы как можно меньше людей об этом знало. Потому что даже если ты скажешь что-то совсем незначительное, и даже если люди имеют хорошие намерения, это может завести ситуацию совсем в другую сторону. Те, кто знают фрагменты будущего, мы как сингулярности. Наши намерения и действия обычно приводят к невероятно огромному влиянию на ход событий. К добру или нет. Но чем больше сингулярностей, тем больше вариантов будущего существует. Делать предсказания невероятно трудно. И это все начинает терять смысл. Что говорить, и кому говорить, и как много говорить. Касательно будущего, эти решения всегда должны приниматься с невероятной осторожностью. То есть, ты специально не рассказываешь нам много? Другими словами, это значит, если мы продолжим просто плыть по течению, это более вероятно, что мы свернем в лучшую сторону. В целом, это правильно? Коджи, сперва немного промолчав, ты узнаешь, сделал ли ты правильный или неправильный выбор. Только после того, когда увидишь результат. Я верю, что я предоставил всю необходимую информацию касательно того, как сражаться с этим врагом. У меня сейчас нет другого выбора, кроме как предоставить право решать Шикомару и Боруто. Следом нам показывают Эйду, которая без сознания запуталась в ветвях дерева. Давайте постараемся изменить будущее хотя бы немного, чтобы предотвратить смерть Эйды и Химавари. Ты можешь меня слышать?
Это Шикамару. Шикамару устанавливает сенсорную связь с детишками, которые будут участвовать в его особой операции. Сначала давайте поясню. Этот сеанс связи не будет записан. Он абсолютно неофициален, поэтому его могут слышать только те, кто сейчас слышит мой голос. И если вы вошли в число этих людей, это значит, что вы стали членами этой операции. Я выбирал людей по двум критериям. И первый — это те люди, кто не враждебен к Боруто. Хотя бы в этой битве. Нам показывают всех участников операции, среди которых Сарада и Каваки. Каноха все так же рассматривает Боруто как врага, которого требуется устранить. Во время операции мы также можем ожидать, что кто-то попытается вмешаться. Каждый член команды должен поддерживать передвижение Боруто внутри деревни. В то же время остальные должны попытаться устранить угрозу от врагов. И второй критерий, по которому я вас выбрал, касается новой техники Яманака и Наджина. Наш враг — это люди божественного древа Мамуши. Это монстр, который разделился на несколько тел. Более того, похоже, что они имеют способность стирать следы своей собственной чакры. А это значит, что система обнаружения чакры деревни не сможет их отследить. И в этом нам поможет новая джутсу Инаджина. В целом, эта техника очень похожа на способ сенсорной связи. С одним отличием. Все подключенные люди к этому каналу коммуникации могут чувствовать особые вибрации от объектов, которые находятся вокруг них. Вибрации? Каждый живой или неживой объект излучает особые вибрации в особой частоте. И поскольку чакра не может обнаружить Мамуши, мы попытаемся обозначить и отследить их вибрации в особой частоте. Так вот что это значит. В любом случае, вам не нужно слишком много думать об этом. Я и Инаджин определим местонахождение врага и сообщим его вам. Однако, количество людей, которые смогут коммуницировать через этот канал связи одновременно, не очень велико. И поэтому это стало второй причиной, по которой у нас собралась такая маленькая команда. Инаджин, когда это ты смог изучить такую технику? А теперь я объясню вам особые способности Мамуши, которые нам удалось выяснить. И объясню, в чем заключается наша операция. Техника Инаджина сработала. Один из Мамуши появился в самом центре Канохи. Эй, братик, это женщина Эйда. Где она сейчас? Заговорил появившийся Мамуши с первым встречным. 8-й Хокаге! Это он! Мамуши! Он уже в середине деревни! Да, я смотрю сейчас прямо на него. Успокойся, Инаджин. Сфокусируйся на технике. Враг находится в секторе Си, а также еще 8 из них находятся в пределах 30 метров. Боруто, вот она, ближайшая ключевая точка. Понятно. При помощи техники Боруто мгновенно перемещается в Каноху. Черт. Это случилось на несколько дней раньше, чем я слышал. Подумал про себя Шикамару. Вот значит как. Судьба уже начала меняться. Ну что ж, только подождите, ублюдки, проговорил Каваки. О, черт! Это началось. Я чувствую себя сейчас так, как будто меня вырвет. Не беспокойся, сестра. Я не позволю этому случиться. Я не позволю им дотронуться до тебя даже пальцем, проговорил Дэймон. Я сейчас же выдвигаюсь, крикнула Сарада. Стой, Сарада. Учитывая особенности этих тварей, очень возможно, что они разделятся и разбредутся по округе. Команда 10, выдвигайтесь к восточной части сектора Д. Команда 7, удерживайте позицию в северной части сектора Б. Мицуки, какая ситуация на твоей стороне? Не думаю, что я буду освобожден в ближайшее время. Мне стоит выбираться отсюда силой? Мы же не хотим провоцировать их бездумно.
Подожди подходящего момента. Если надумаешь делать свой ход, то подожди, когда в деревне начнется неразбериха. Подумай над тем, что ты сможешь делать со своей стороны. Понятно. В конце концов, они направятся к восточной части сектора А. Где она находится, все должны быть готовы выдвинуться по приказу. Боруто будет использовать летящего бога грома, чтобы перепрыгивать между локациями. Каваки будет предоставлять поддержку по мере развития ситуации. В смысле, где находится Эйда? Ну, мы и сами хотели бы это знать. Да и вообще, какого черта, что ты за старик такой извращенец? Товарищи, убейте их, если хотите. Но, пожалуйста, не разрушайте здания. И мне бы не хотелось, чтобы меня из-за этого сожрали. А? Так, постой, это что, тот же самый старый мужик? Это что, клон? Если вы не знаете, значит вы для меня бесполезны. Прошу меня простить за то, что я встал у вас на дороге. Эй, постой! Ты вообще что такое? Старый дед-извращенец собирался уйти, как вдруг при помощи летящего бога грома Боруто появляется между мужиками и старым дедом и одним точным взмахом своего нового клинка разрубывает его пополам. Это что такое? Это карма? Ах, черт. Я просто не могу ее использовать. Это чувство. Оно словно зуд внутри меня. Когда ты поглощаешь чужую чакру. Сила, которую тебе дали, это двусторонний меч. Отдай все. Пожертвуй своей жизнью. И выжги свою душу, чтобы победить божественное древо. Бум! Конец 108 главы. Пишите свои комментарии, будет очень интересно послушать ваше мнение. А также не забудьте написать, каким вы видите продолжение данной истории, что будет в следующей главе. Спасибо вам, удачи и хорошего дня!